Всех приветствую, с вами канал Азбука Радиосхем. В одном из предыдущих видео мы обсуждали схему генератора. Это был мультивибратор. Давайте вспомним, вот эта схема. Мы не только разбирали эту схему в симуляторе, я также ее реально собирал на макетной плате из деталей, испытывали ее, смотрели, какие там происходят процессы, что за что отвечает. Ну а теперь давайте попробуем разобраться, а можно ли вообще сделать генератор на минимуме деталей. Это на одном транзисторе, на одном активном элементе всего лишь будем использовать один транзистор. Да, оказывается, можно, если мы выполним определенные условия. И чтобы понять саму суть процесса генерации, давайте опять вернемся к схеме мультивибратора. Я вам уже тогда показывал, что эту схему можно представить вообще по-другому. Вот как на этом рисунке. Если присмотреться, то это обыкновенный двухкаскадный усилитель, в котором выход второго каскада через конденсатор соединен с входом первого каскада. Получается обратная связь. И эта связь в этом усилителе положительная. Это главное условие для того, чтобы наш генератор начал генерировать незатухающие колебания. И следующее главное условие, которое выполнялось в этом мультивибраторе, это то, что сигнал входа и выхода должен быть со сдвигом фазы 360 градусов. И давайте разберемся, за счет чего это получалось. Между базой и эмиттером получается сигнал с разностью 180 градусов. Когда там выключено, там включено. И наоборот. Ну, если два каскада, то получается один раз на 180 происходит сдвиг фазы, и второй раз. В сумме получается 360 градусов. Вот и выполнено второе условие. А как же этого добиться на однокаскадном усилителе? И давайте посмотрим теперь на схему однокаскадного усилителя. Я входную часть прикрыл, мы ее потом откроем и посмотрим, какие же цепи за это отвечают. Отвечают за то, чтобы у нас получилось сдвиг фазы на 360 градусов. Итак, как мы знаем уже, между базой и коллектором тут уже получается 180 градусов. Нам нужно еще на 180 градусов сдвинуть фазу. И для этого существуют РЦ цепи. Как было понятно из названия, что наш генератор РЦ. РЦ это резистор, конденсатор. Но если мы соберем всего лишь цепь из одного резистора и конденсатора, то этого будет мало. Чтобы полностью сдвинуть фазу на 180, сдвигает сам транзистор, и нам нужно еще сдвинуть на 180 вот этой закрытой частью. Нужно собрать схему, которая представлена на следующем рисунке. Мы здесь видим несколько объединенных РЦ цепей в одну общую цепочку. Чтобы было лучше понять, я эту цепь по подключению наших измерительных щупов разбил на три части. Четвертая это входная. Первый щуп подключен к входу нашего генератора. Отсюда мы подаем сигнал синусоиды. Эта схема у нас сейчас будет для экспериментов. Посмотреть, как сдвигается фаза. Итак, вот первая часть цепи. Я здесь подключаю второй щуп. Происходит дальше конденсатор-резистор, следующий щуп. И опять конденсатор-резистор и еще один щуп. И теперь мы выставили на генераторе частоту 20 Гц. И давайте посмотрим, что произойдет на выходе во всех этих точках. Запускаем симуляцию. И вот что мы видим на выходе. Синий сигнал — это то, что у нас выходит с генератора, нашего источника сигналов. И потом дальше на каждом каскаде цепи этот сигнал ослабевает и сдвигается по фазе. Но нигде мы не видим полностью сигнала противоположного 180 градусов. Это как бы сигнал противофазе нашему входному. Но оказывается, что это зависит от частоты. Давайте я попробую для образца, сменю частоту. Была частота 20 Гц, я поставлю 50. И вот что мы получаем на наших выходах. Давайте я сейчас сигнал выделю зеленый, чтобы увеличить его амплитуду, на другой график перенесу. И посмотрим его фазу. Теперь видим, что практически он в противофазе относительно нашего входного сигнала. Мы почти попали 180 градусов. Так вот, на какой-то из частот это будет полностью стопроцентно в противофазе. Это получается то, что есть такая частота, которую наша РЦ-цепь тройная сдвинет на 180 градусов. И как это мы можем использовать? Давайте теперь опять вернемся к нашему однокаскадному усилителю на одном транзисторе и посмотрим,
Вот я открываю эту часть, и у нас это тройная RC-цепь. И теперь смотрите, что происходит. Наш транзистор смещает сигнал на 180 градусов. Он идет с выхода и на нашу RC-цепь, которая также на определенной частоте смещает сигнал еще на 180 градусов. В сущности, в сумме получается 360 градусов. И он опять приходит на управление на базу транзистора. Получается, вот и произошел наш сдвиг на 360 градусов. И как раз на этой частоте, на которой и начинается генерация нашего сигнала. Поэтому, если мы будем менять время задающие детали, это резисторы и конденсаторы, то частота нашего сигнала также будет меняться. Генерация будет происходить на той частоте, на которой будет сдвиг фаз на 180 градусов. И теперь давайте запустим симуляцию и посмотрим на наши сигналы, что там творится. Так же самое я подключил наши щупы во все три точки наших RC цепей и следующий на выходе нашего транзистора. И вот что мы видим на осциллограммах. Синий сигнал — это сигнал на коллекторе транзистора. Это наша генерируемая синусоида. Сигналы оранжевый, желтый и зеленый. Сейчас я их разделю, чтобы было более понятно рассмотреть можно. И вот какие сигналы мы видим. Конечно, здесь не идеальная синусоидальная форма на нашей RC цепи. Синус у нас искажен, но можно понять, что сигнал, который пришел на базу нашего транзистора, вот он оранжевый, это сигнал, он в противофазе на 180 градусов относительно нашего выходного сигнала на коллекторе. Получается, что наша RC-цепь дала сдвиг фазы на 180 градусов. И сам транзистор добавит еще 180 градусов. В сумме получится 360. В каком-нибудь из следующих видео, я думаю, я соберу эту схему на практике и найду ей какое-то полезное применение. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если понравилось, не забудьте поставить лайк, поделиться видео. Также не забывайте подписаться на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч!